Душа определенно существует во вселенной Киберпанк 2077, о чем указывается самым прямым образом. Программа, которая делает копию личности, носит имя Душегуб. И со слов ее создательницы Альт Каннингем, это имя крайне точно отражает главную функцию. You exist or you do not exist. Two states of being separated by death. Your consciousness, neural engrams, will be recorded as data. The rest will cease to exist. The soul. I did not grant the program its name, but Soulkiller does precisely what it promises to do. При первой встрече с Альт та мимоходом указывает, что если сделать слепок личности главного героя, то он, как и Сильверхенд, потеряет душу. Джонни отмахивается от этих слов, они ему не интересны. Но мы позволим себе остановиться на вопросе одухотворенности подробнее, так как перед нами тут вырисовывается весьма интересная философская задача. В этом ролике мы попытаемся разобраться в том, что значит быть одухотворенным существом и как это соотносится с цифровым конструктом личности в Киберпанк 2077. Автор цикла Александр Мичук. Озвучит для вас закадровый Дмитрий Зубарев. Начнем. Добро пожаловать на канал Time Video Game. Это вторая часть философского разбора Киберпанк 2077. Цикл создан благодаря финансовой поддержке наших зрителей на Patreon и Boosty. Все ссылки вы можете обнаружить в описании. Для начала договоримся о том, что Альт нам не врет. Мы будем исходить из этой пресуппозиции. Первый же вопрос, на который нам необходимо получить ответ: а что такое душа? Есть множество взглядов и концепций, начиная от религиозных и заканчивая более секулярными. Философы бьются над этим вопросом уже много веков, и явно не в наших силах дать на него ответ в рамках этого видео. Такое заявление в первом приближении кажется контринтуитивным, но логика тут приблизительно та же, что и в случае с обсуждением, например, темной материи. Природа явления не ясна, само его наличие экспериментально не доказано, но имеется ряд качеств, которые такому гипотетическому явлению приписываются. Таким образом, что мы можем попытаться сделать, так это определить набор качеств, присущих одухотворенным существам, в чем нам могут помочь наработки ряда мыслителей. Давайте же сделаем грубую попытку подвести их под какой-то единый знаменатель. Начнем с такого взгляда на душу, в рамках которого душа – это синоним самосознания. Это весьма практичный подход, но его будет явно недостаточно. Джонни отделяет себя от остального мира и демонстрирует собственные, присущие только ему желания. Тем не менее, души, со слов Альт, у него все же нет. А вот сознание, с ее же слов, есть. Она разделяет эти понятия. В этом смысле Альт придерживается функционализма, то есть она считает, что сознание может существовать вне человеческого мозга, что бы это ни значило. Предположим, что во вселенной Киберпанка это так и есть. Вместе с тем, душа, не будучи приравненной к сознанию, на такое, по всей видимости, не способна. Так что нам нужны иные концепты. Скажем, Платон представлял человеческую душу как всадника с двумя лошадьми. Всадник символизировал разумное начало. Белый конь – высшие, благородные качества души, а черный – низменные порывы и страсти. В свою очередь, схоласт-теолог Фома Аквинский представлял человеческую природу как соединение души и тела. К слову, в христианстве важно, что люди в итоге воскреснут именно телесно, а не будут вечно обитать в духовном бытие. Также Аквинский писал, что главное проявление жизни – это движение и познание.
Душа должна обладать не только способностью понимания, но и способностью ощущения. Но ощущение осуществляется только благодаря телу. Таким образом, интеллектуальная душа должна быть объединена с телом, которое может быть подходящим органом чувства. По Декарту существуют две субстанции – мыслящая и протяженная. Иными словами, душа и материя – концепция картезианского дуализма. Душа является выразителем и сосредоточием воли, желаний, мыслей и чувств. Материя же находится в состоянии постоянного испытывания нужды. Материя нуждается в воде, пище, сне, сексе, различных витаминах, физической активности, да во всем. Все это обрабатывается душой и трансформируется в чувства и желания, или даже ограничения. Иными словами, душа умаляет плоть при необходимости. Душа влияет на тело в той же степени, в которой тело влияет на душу. Вследствие чего внутри каждого из нас происходит процесс рефлексии, то есть осмысления и переосмысления своего собственного процесса познания и жизни. На нашу личность влияют не только произошедшие с нами события, но и наша оценка этих событий и своего места в них. Влияние оказывает даже просто время. Будучи без сознания и с ограниченными возможностями, человек находится в динамической среде противоречивых импульсов. Но если выйти из их плена, то есть риск перестать ощущать себя человеком. Об этом, кстати, было аниме «Призрак в доспехах». В нем главная героиня, майор Кусанаги, была вынуждена перенести полную кибернетизацию своего тела. От оригинала остался только мозг и часть спинного мозга, помещенные в защитную оболочку. Ее сознание содержится в так называемом «призраке». Несмотря на то, что ее мозг сохранился, и у нее есть высокотехнологическое кибертело, прежней взаимосвязи между ними нет, из-за чего майор задается неудобными для самой себя вопросами.いやそもそも初めから私なんてものは存在しなかったんじゃないかって。お前のチタンの頭蓋骨の中には脳みそもあるし、ちゃんと人間扱いだってされてるじゃねえか。自分の脳を見た人間なんていやしないわ。所詮は周囲の状況で私らしきものがあると判断しているだけ。自分のゴーストが信じられないのか。もし電脳それ自体がゴーストを生み出し、魂を宿すとしたら、その時は何を根拠に自分を信じるべきだと思う。Отсутствие ее родного тела, замена его искусственным, приводит героиню к тому, что она лишается огромного пласта сугубо человеческого опыта, обусловленного изъянами плоти, а вслед за этим лишается и ощущения собственной самости. То последнее от человека, что в ней осталось, ее душа, призрак, запертый в доспехах, кажется лишним и только будто бы мешает постоянными попытками осмыслить то, что человеческий мозг до конца осмыслить не в состоянии – бытие машины. Точно так же и машина не в состоянии в полной мере воспроизвести деятельность мозга, во всяком случае, во вселенной киберпанка. Потому что если бы это было возможно, то не было бы нужды в переписывании живого мозга под новую личность. Правда? Можно было бы попросту заменить мозг компьютером, но в игре это даже не рассматривается. If I gotta kill, I'll kill. If I need your body, I'll fucking take it. Johnny. Fucking hell. Если суммировать обозначенные выше подходы, то на выходе мы получаем следующие качества одухотворенного существа. Первое. Способность познавать окружающий мир путем чувственного опыта и исходя из собственных желаний плоти. Второе качество. Способность к рефлексии и познанию себя самого на основании нового опыта и знаний. Из этого проистекает третье качество – способность постоянно динамично развиваться и адаптироваться, открывать в себе новые качества под давлением обстоятельств и противоречивых желаний. И, наконец, четвертое качество – одухотворенное существо находится в постоянном конфликте с самим собой, с миром вокруг и со временем.
Именно конфликт и попытка его разрешения заставляет нас познавать мир, рефлексировать, адаптироваться или умереть, пытаясь. Этот процесс невозможно остановить или выключить. Даже без сознания человек меняется и развивается. Это буквально синоним жизни, ведь если активности в мозгу не наблюдается, то живое существо мертво, с конструктами, иначе. Теперь вернемся к Джонни. Компания Arasaka воспринимала технологию душегуб главным образом как средство для копирования личности известных людей с дальнейшей их коммерциализацией. Это явственно видно из их внутренних записей. Слепки личностей планировалось помещать биочипы, чтобы в дальнейшем распространять как что-то вроде очень продвинутых голосовых помощников с сильно ограниченным самосознанием. Сам Хельман, создатель биочипов, не относится в игре к этой технологии как к чему-то связанному с бессмертием. И, на наш взгляд, причина тут ровно одна. Слепки личностей не способны выйти за пределы имеющегося у них опыта. Слепок Джонни Сильверхенда в первой сцене своего появления отвечает и реагирует на большинство вещей в окружающем его мире ровно так, как отреагировал бы настоящий Джонни образца 2023 года перед своей смертью. И никак иначе. Told you, Johnny boy. Told you I'd end you someday. 50 лет, проведенных в заточении самим собой, никак не отразились на рокере, с его слов, так как время протекало иначе. Но дело не во времени как таковом. К имеющемуся слепку личности невозможно было добавить полноценный опыт просиживания 50 лет в цифровой одиночной камере, потому как в таком случае на выходе получилась бы уже другая личность. Люди – это динамично развивающиеся системы. Они постоянно адаптируются. И в этом смысле Джонни не человек и не личность, а скорее анимированная скульптура, узнающая себя в зеркале. Весьма детальный и крайне харизматичный конструкт личности, но ограниченный в своем внутреннем познании мира и развитии в силу двух факторов. Первый – полное отсутствие внешних средств к чувственному познанию. И второй – следствие первого – отсутствие рефлексии и самопознания как таковых. Процесс внутреннего конфликта у Сильверхенда остановлен, следовательно, он не одухотворен, пусть и, возможно, осознает себя. Сильверхенд ближе к тому, что называют философским зомби. Так называют гипотетическое существо, которое имитирует внешние признаки живого человека, не будучи им по своей сути. Thought I'd feel like I'd closed a chapter here. Like I'd said goodbye to the old Silverhand. Hello to the new. How do you feel? Like I never even was. Or like I was still inside Mikoshi. На взгляд автора этого эссе именно о душе, как о неотъемлемой части картезианского дуализма, и вела речь Альт. К слову, в этом ключе интересно вспомнить произведение, которое очень во многом определило киберпанк как жанр. Речь о нейромантии Гибсона. Помимо того, что и в нейромантии, и в киберпанке 2077 мы можем обнаружить название Найт-Сити, мы хотим обратить ваше внимание на персонажа по имени Дикс. Будучи живым, он был легендарным хакером, и конструкт его личности был записан на карту памяти. Правда, на устройство только для чтения, что означало, что Дикси не мог создавать новых воспоминаний, расти, учиться хоть сколько-нибудь существенным образом. Карта памяти хранила не более чем набор воспоминаний и инстинктов, что угнетало этого персонажа настолько, что он желал смерти. На наш взгляд, Джонни, да и все конструкты находятся в схожем положении. Лучше всего это состояние объяснит китайская комната. Это мыслительный эксперимент, призванный оспорить тест Тьюринга.
Весьма емкое и доходчивое объяснение его сути можно найти прямо в Википедии. Представим себе изолированную комнату. В ней находится испытуемый, который не знает ни одного китайского иероглифа. Однако у него есть записанные в книге точные инструкции по манипуляции иероглифами вида «возьмите такой-то иероглиф из корзинки номер 1 и поместите его рядом с таким-то иероглифом из корзинки номер 2». Но в этих инструкциях отсутствует информация о значении этих иероглифов, и испытуемый попросту следует инструкциям, подобно компьютеру. Наблюдатель, владеющий китайским языком, передает в комнату письменные вопросы на китайском, а на выходе ожидает получить от испытуемого в комнате осознанный ответ. Испытуемый не понимает китайский, но у него есть инструкция, благодаря которой он может поставить иероглифы в такую последовательность, чтобы получался осмысленный ответ. Фактически инструкция – это подобие компьютерного алгоритма. В такой ситуации наблюдатель может отправить в комнату любой осмысленный вопрос, например, «какой цвет вам больше всего нравится?», и получить на него осмысленный ответ, например, «синий», как при разговоре с человеком, который свободно владеет китайской письменностью. При этом сам испытуемый в комнате не имеет никаких знаний об иероглифах и не может научиться ими пользоваться, поскольку не может узнать значение даже одного символа. Испытуемый не понимает ни изначального вопроса, ни ответа, который сам составил. Наблюдатель, в свою очередь, на основании ответов может сделать вывод, что в комнате находится человек, который знает и понимает иероглифы. Схожим образом может обстоять дело и с конструктами, во всяком случае до момента их подключения к биологическому носителю. Они попросту правдоподобно отвечают на вопросы, ведь в них заложены алгоритмы для взаимодействия со сложными системами, но из этого нельзя сделать вывод о том, что конструкты живы, понимают что-либо или обладают душой. Факт наличия у них сознания мы можем установить исключительно со слов Альт, чтобы конкретно тут под сознанием не имелось в виду. Но тут зритель может возразить. Ведь на протяжении игры мы видим, как Джонни вообще-то меняется, приобретает новые воспоминания и так далее. Более того, он ведь хочет курить, требует это у главного героя. Smoking's for posers, and it stinks too. Say whatever the fuck you want, but just light up. No. Тут есть два момента. Во-первых, все это происходит только когда конструкт помещается в биологический мозг. До этого момента у Джонни не было и толики рефлексии касательно своего пребывания в тюрьме душ. Во-вторых, к счастью, на это возражение и подобные ему Сильверхенд может ответить сам, если игрок выберет одну из концовок. В одном из вариантов финала у Ви и Джонни состоится разговор, в рамках которого Сильверхенд заявит, что они с Ви пробыли вместе уже слишком долго и слишком сильно повлияли друг на друга. Biochip did more than just blend our memories. That line that kept V and Silverhand separate, well, faded a while back. Их воспоминания и личностные качества смешались, и после того, как Джонни вырежут, Ви будет чувствовать себя неполноценным. В меню игры отмечен процент этого взаимного влияния. Мы периодически можем просматривать воспоминания Джонни, они влияют на Ви, и точно так же личность и восприятие главного героя влияет на личность Джонни, корректируя ее. Все изменения Сильверхендом, которые мы можем наблюдать, это не результат развития самого Джонни, а интерпретация конструкта внутри головы главного героя. Fuck. На этот счет есть крайне меткое замечание одного из пользователей на форуме CD Projekt. Инграмма – это не живое самосознающее существо. Это фрагмент компьютерного кода, созданный путем сканирования нейронной сети человека и преобразования физической структуры в цифровые корреляты. Поскольку конструкты не могут существовать вне цифровой среды, такой как киберпространство или киберпрограмма, они не могут напрямую управлять биологическим мозгом человека. Он может влиять на биологический мозг как кукловод, дергающий за ниточки, осознающий себя биологической марионетки. Но он не может занять место этой марионетки. Их разделяет биотехнологический барьер.
Когда Джонни появляется в голове Ви, он уже не является отдельной сущностью. Он является частью собственного мозга Ви, его собственного сознания. Когда они разговаривают, это не два отдельных сознательных существа, которые разговаривают. Это мозг Ви, его сознание, пытающееся постигнуть внезапное наличие двух конфликтующих наборов воспоминаний в нейронной сети. Биочип же перестраивает нейронную сеть своего пользователя, используя инграмматические данные в качестве основы для эффективного промывания мозгов, заставляя носителя думать, что он – это человек, на котором была основана инграмма. Перестраивание нейронов – это процесс, через который ваш мозг проходит естественным образом. Единственное отличие в случае с биочипом заключается в том, что он вынуждает нейроны соединяться определенным образом, вместо того, чтобы позволить им свободно соединяться друг с другом вследствие реакции на внешние сенсорные стимулы. Процент, который мы видим в меню, отражает то, как много воспоминаний и опыта от Джонни успел интерпретировать и вобрать в себя главный герой. Чем больше времени мы проводим с Джонни, чем больше выполняем его квестов, чем больше пытаемся его понять в диалогах, тем большее количество его качеств Ви интерпретирует, пропускает сквозь призму нового чувственного опыта и интегрирует в себя. При достижении высокого процента нам даже открывается секретная концовка, в которой мы совершаем кое-какой авантюрный поступок. Кто уже проходил, в курсе, о чем речь. Это безумство, сам Ви к такой мысли не пришел бы, это ему не свойственно, это не проистекает из его жизненного опыта, но это свойственно рокеру-анархисту, который все потерял. Это привнесенный алгоритм действий, потому и доступен он только в случае сильного смешения с конструктом. Тоже можно сказать и про упомянутое выше курение. Во время прохождения можно обнаружить косвенные подтверждения такой точки зрения. К примеру, при первой встрече с Альт Джонни просит ее поговорить наедине. На что Альт отвечает, что это было бы невозможно. На первый взгляд кажется, будто она просто отказала Джонни в разговоре. Ну, вот не захотела говорить и все тут. Но при определенных условиях у них все же может состояться разговор с глазу на глаз. И вот он-то и проливает свет на поднятые вопросы. Hell, you look just like her. You see Alt because you wish to. It's a defense mechanism. Your explicit memory is simply creating a replacement image. It's weird. Like Having a bad dream. You read my thoughts? An oversimplification. You still deny what you are. A construct. A set of data. I know you. You know me. Like lines of code. После этого разговора становится понятно, что они даже теоретически не могли бы поговорить с Джонни наедине, ведь он на тот момент был неотделим от Ви. Но даже если его и отделить, то Джонни – это просто набор данных, которые она с успехом изучила. Такой диалог с рокером не имеет смысла, ведь она наперед знает все, что тот скажет. Сама субъектность конструкта в таком случае может быть под вопросом. Разумеется, все вышесказанное во многом домыслы, у нас нет точных данных на этот счет. Строго говоря, даже в игре ни у кого их нет. Главный герой – это первый успешный случай переселения личности. Все, что у нас имеется – косвенные сведения. Так, Хельман при выборе концовки сотрудничества с Росакой даже после переселения личности Сабура в тело сына не будет воспринимать конструкт как полноценную личность или душу. Вероятно, потому как он знает больше нас. You may join our pilot program. Secure your soul. I fear your body is no longer of any use. You must abandon it. We will create an engram of your mind and store it in Mikoshi. Лучший исход для Джонни – это бытие в качестве симулякра, о которых мы уже рассказывали в прошлом разборе. Начиная свой путь от точной копии личности в начале игры, он постепенно, смешиваясь с сознанием Ви, подбирается к третьему этапу. Он банально маскирует, что оригинала больше не существует, чтобы в конце, получив тело, перейти на четвертый этап развития знака. На нем он уже слишком деформирован. Его нельзя назвать тем же Джонни, что был в 2023 году.
но он обладает рядом его характерных черт, что делает его имитацией собственной копии. Can't carry this around anymore, you know. Can't keep wallowing. Can't keep obsessing over what happened. Couldn't forget you anyway. I'm wearing your goddamn face. Подытожив сказанное, мы считаем, что Альт не врала, и у Сильверхенда в самом деле нет души как конфликта между телом и духом с одной стороны и динамично развивающейся системы с другой. Но и обрести душу в полном смысле этого слова он, на взгляд автора, также не в состоянии в силу технологических особенностей биочипа. Даже если мы отдадим тело Джонни, то, что в итоге получится, будет совсем не Сильверхенд. Это будет скорее все еще одухотворенный Ви, но с сильно искалеченными мозгами. Точно так же и глава семейства Арасака, конечно, может записать свои воспоминания и личность в мозги собственного сына, но в итоге получится всего-то сын с искалеченными мозгами. Биочип — это не вечная жизнь, это попросту передача опыта и повадок. Really think anyone gives a rat's dick how you look? Но от разговора о душе конструкта следует перейти к разговору об искусственных интеллектах и философии Платона. За все прохождение нам на пути встретится как минимум один в самом делешный философ. Речь, разумеется, идет не об одержимом своим протестом Сильверхенде, а о куда более интересном персонаже – искусственном интеллекте Деламейн. I'm a free spirit, an independent, literally thoughtful being. Why would I submit to another? Этот персонаж и одновременно такси-сервис встречается уже в прологе. Он довозит до задания. Он же и спасает главного героя, а позже выдает ряд заданий. Походя он ставит перед нами ряд комплексных вопросов касательно человека, человечности и функции этого искусственного интеллекта в мире игры. Что делает Деламейна философом? Об этом вы узнаете завтра в 18:00 по московскому времени. Спасибо за уделенное время. Оценить нашу работу вы можете при помощи лайков и комментариев под видео. Также приглашаем вас посмотреть прошлый ролик цикла, посвященный лже-Иисусу. А пока что не живите одной жизнью, живите многими. До скорого!